Да, друзья, на самом деле я думал, эта посылка доедет до меня месяца только, наверное, через полтора. Если вы интересуетесь качественным звуком за относительно небольшие деньги, вы обязаны про них знать. Sabot E12 Ultra. Забегая вперед, хочу сказать, что... А хотя нет. Присаживайтесь поудобнее, давайте обо всем по порядку. Всегда приятно, когда берешь коробку в руки и чувствуешь, да, заплатил не зря. Над упаковкой Sabot потрудились. Белая коробка из плотного картона с такой же белой обложкой. Спереди изображены сами наушники, сзади технические характеристики. Типография качественная. Не, за упаковку однозначно респект, очень приятная. Внутри нас ждет самая непозорная инструкция, которую я видел в наушниках. Она на китайском и английском. Вот еще не слушал наушники, а уже в предвкушении. Под ней лежит кейс с наушниками и сменные амбушюры. Амбушюры сделаны из очень эластичного и мягкого материала. Всего положили 7 пар. 3 пары с обычным выходным отверстием, 3 с более широким и одна пара, даже не знаю, как их назвать, назову грибочками. Такие, я помню, были на MPAU T6 и еще на каких-то, но мне такие, если честно, не очень подходят. А вот среди остальных 6 можно спокойно для себя найти подходящие. Мне вообще подошли те, которые были сразу на наушниках. Под картонкой с амбушюрами скрывается еще одна коробочка, в которой лежит провод для зарядки Type-C и чехол для переноски кейса. Ну ладно, Sabot, тут вы меня убедили, комплектация жирная, вопросов нет. Кейс выполнен из глянцевого пластика черного цвета, и вот тут я не понял. Даже на коробке нарисовано, что кейс должен быть в такой же расцветке, как и наушники, да и на сайте, когда я заказывал, тоже так было. Ну ладно, за это минус я, конечно, не поставлю, но на заметку возьму. Кейс вообще без опознавательных знаков спереди, сзади на петле спряталась надпись Sabot. Также тут находится разъем для зарядки и 4 индикатора заряда. Когда наушники убираешь в кейс, они загораются. Крышка магнитная, в открытом положении не фиксируется и немного люфтит. Но снизу на кейсе еле-еле заметной краской нанесен какой-то знак. И вот тут мы понимаем, кейс у нас поддерживает беспроводную зарядку. Окей, приятно. Сам кейс достаточно компактный, в маленький кармашек на джинсах залезает спокойно. Но за счет глянцевого пластика он прилично так собирает отпечатки пальцев. При покупке наушников можно выбрать цвет, и раньше я видел разные камуфляжные расцветки, собственно себе такую заказал, но они почему-то пропали. Сейчас есть разных цветов однотонные. В любом случае приятно, что ты можешь немного поэкспериментировать и заказать себе какой-нибудь необычный цвет. На внешней стороне каждого наушника находится механическая кнопка, хотя на самом деле, когда заказывал, я думал, это сенсор, и даже сначала не понял, почему это у меня сенсорное управление не работает. Также здесь расположено отверстие, которое в теории предназначено для шумоподавления. На внутренней стороне такой же глянцевый пластик, и тут же расположились контакты для зарядки, обозначение левого и правого наушника и компенсационное отверстие. Это чтобы эффект вакуума в ухе не создавался. Снизу на ушке находится микрофон. Звуковод искривлен по анатомии тела и прикрывает его металлическая сеточка. По форме наушники напоминают MIFO 5, Wi-Fi Xpods 3. Такие наушники круто сидят в ушах и не выпирают, их вообще не ощущаешь. Они достаточно компактные и весят по 4,3 грамма. Кейс весит 46 грамм. У Sabot E12 Ultra заявлена влагозащита IPX5, то есть защита от брызг с любого направления. Иными словами, заниматься спортом и бегать под дождем в них можно, душ я бы уже не принимал. В каждом наушнике установлен аккумулятор на внушительные 60 мАч. В теории с автономностью должно быть все хорошо. В кейсе аккумулятор на 750 мАч. Производитель заявляет время автономной работы 8 часов, правда уточняет, что это в режиме разговора. А при воспроизведении музыки на максимальной громкости наушники продержались 7 часов ровно. Это крутой результат. Что интересно, когда один из наушников сел, воспроизведение не останавливается. Музыка продолжает играть из того наушника, у которого заряд еще есть. Эх, все-таки ждал я, конечно, здесь сенсорное управление, но любители механических кнопок будут довольны. Кнопка нажимается довольно мягко и в барабанную перепонку не отдает. Функционал такой. Короткое нажатие play-пауза, двойное на правом или на левом переключение трека вперед или назад, тройное увеличение или уменьшение громкости и удержание вызов голосового помощника. Управление работает корректно, за функционал лайк. Микрофоны. Проверяем работу микрофонов Sabot E12 Ultra. В тихом пространстве, незаведенная машина. В принципе, меня слышно нормально, отчетливо, громко. Даже не знаю особо к чему придраться. В принципе, хорошо. Проверяем работу микрофонов Sabot E12 Ultra. В машине кондиционер включен на 3 деление 4, музыка на фоне на девятке.
Появляется сильный эффект громкой связи, разговаривать уже становится некомфортно. Микрофон в наушниках чувствительный, но в данном случае это ему не на руку. Все-таки окружающее очень слышно. Проверяем работу микрофонов. Sabot E12 Ultra на улице, дует ветер небольшой, мимо едут машины. Разговаривать уже некомфортно. Очень хорошо слышно окружающее, но на троечку. В тихом пространстве микрофоны мне понравились. В машине на улице уже так, но в целом неплохие. Задержка звука. В YouTube она присутствует, при этом на Android ее нет, а на iPhone есть. В играх также небольшая есть, куда же мы без нее. Ну и мы подобрались к самому интересному – качество звучания. У Sabot E12 Ultra есть первая версия наушников. Отличие у них в чипе. Если у Sabot E12 стоит реалтековский чип с поддержкой кодека только AAC, то у Sabot E12 Ultra стоит Qualcomm'овский чип 3020 с поддержкой кодека PTX, и при подключении к телефону автоматически ставится именно он. Судя по всему, в наушниках установлен 10-мм динамический излучатель, по крайней мере об этом заявляют продавцы Sabot'ов, хотя корпус у них достаточно компактный, особенно если вспомнить размер Wizard TP1, у которых тоже 10-мм драйвер. Sabot'ы звучат очень объемно, достаточно отчетливые высокие, детализированная середина и очень много баса, причем и глубокого тоже хватает. Есть небольшое смещение в сторону низких, но совсем незаметное, но низкие частоты здесь выражены больше всего. Еще наушники очень громкие, запаса по громкости хватает с избытком. Друзья, наконец-то у Pamus Lite появился конкурент по звуку, потому что в Sabot'ах реально можно наслаждаться звучанием. Особо хорошо звучит современная музыка, хип-хоп, хаус, но и рок или гитарные композиции тоже звучат круто. Единственное, к чему можно придраться, хоть я и любитель баса, но здесь его возможно чуточку даже больше, чем хотелось бы, но больше в процентном выражении процентов на 5-10. Хотя и середина все же у Pamu нравится чуть больше, более чистая. Pamus Lite и E12 Ultra звучат реально похоже, но я все же помещу Sabot'ы на второе место, зато Funkel AI Sabot'ы точно обходят по звуку. Теперь осталось посмотреть на длительной дистанции, не появится ли со временем у Sabot'ов какой-нибудь брак. Ну а пока E12 Ultra вальяжно залетает на второе место в моем рейтинге наушников. А если принимать во внимание еще и цену, то по соотношению цена-звук это получаются лучшие наушники. По стабильности соединения. В метро только один раз у меня было прерывание. По дальности сигнала вопросов нет. Дома пробивает почти через 3 стены, за третью уже, правда, начинается прерывание. На улице 8-9 метров спокойно бьет. Сейчас Sabot E12 Ultra можно купить от 60 до 80 долларов, и за 60 долларов они точно хороши. Очень крутой звук, необычные расцветки, классная упаковка, мне в них прям все понравилось, кроме кейса. Кейс с их глянцевым марким пластиком мне не очень зашел, но это уж такая вкусовщина, в остальном же отличные наушники. Если выпуск был полезен, поставь лайк и подпишись на канал, и пиши в комментарии, как тебе Sabot E12 Ultra. А на сегодня все. До встречи в следующих видео. Пока!